Сижу я такой, играю в никому не нужную и особо неинтересную игру Counter-Strike 2. Ну знаете, как это бывает, попадается команда ущербов, которые начинают агриться и репортят аккаунт. Это для меня, как известно, довольно привычное положение дел, но в этот раз все было иначе. Недавно, как вы, наверное, слышали, произошел небольшой локальный конфликт, в котором несколько тысяч террористов ворвались на территорию Израиля и делали различные действия террористического характера, в результате чего озлобленные на акт терроризма израильтяне мстят всем жителям Газы без разбора, создавая тем самым гуманитарную катастрофу. Ну и это повлекло за собой многотысячные митинги и шествия по всему миру в поддержку Палестины. И мир интернета тоже не остался в стороне. Но и я, как настоящий левачок-профеминист, фанат БЛМ-протестов и различного ЛГБТ плюс бесконечность движа, не смог оказаться в стороне. Ведь, как и все подобные мне люди, я здесь не ради светлых и ярких чувств, а ради собственной наживы и удовлетворения различных проявлений нарциссизма, вроде желания славы, влияния и популярности. Ну короче, чтобы показаться действительно неравнодушным к данной проблематике невинных жертв Палестины, а также учитывая мой прошлый бэкграунд яростного профеминиста и ЛГБТ плюс БЛМ активиста, я поставил на аватарку в стиме всем известного идола за борьбу прав чернокожего населения в США. А чтобы показать, что жизни палестинцев важны, я налепил туда палестинский флаг и соответствующий текст. Но аватар этот просуществовал совсем недолго. Утро 11 ноября. Я получил оповещение, в котором меня уведомили об удалении этого аватара. После чего я незамедлительно обратился в саппорт, чтобы узнать, а что же собственно произошло. Аватар был удален нашей командой, основываясь на исследовании репортов других юзеров. После рассмотрения аватара могу подтвердить, он не является приемлемым для Steam. А ведь днем ранее я всего лишь тупо нагибал в Counter-Strike 2 и получил парочку репортов на свой взрывной профиль. Но сначала я не понял, в чем дело, и решил зайти издалека, сказав, что, мол, ни одного из перечисленных правил я не нарушил, и более того, даже Steam Support сами не могут сказать, что же я такого нарушил. Ну и, конечно же, я доступно пояснил, что на моем аватаре присутствует священный Джордж Флойд, который является современным идолом борьбы с несправедливостью, которая, вкупе с флагом Палестины, показывает, что простым палестинцам надо помочь или хотя бы сострадать в данной ситуации, и будь Флойд жив, он бы непременно поддерживал угнетаемых палестинцев. Поэтому это можно сравнить с учебным материалом, который призван привлечь внимание и не позволить оставаться равнодушным в данной ситуации. Ну и еще, конечно же, я не забыл упомянуть тех трех имбецильно-идиотских созданий, которые накидали мне репорты в тот день. Ну и на все это я получил довольно сухой, скупой ответ, а по факту просто жалкую отписку, из которой становится понятно, что решение об этом бане принимала команда модерации Steam. И тут было только два варианта: либо они действительно бесконечные идиоты и не понимают таких простых вещей, как гуманитарная и иные гарантированные ООН права всем нациям, либо они сознательно угнетают людей, которые призывают не закрывать глаза на гуманитарные катастрофы и всеми возможными способами стараются привлечь к проблемам внимание, тем самым попадают в опалу теперь уже даже в Стиме. Знаете, я никогда бы не подумал, что Гобелен доведет Steam до такого отвратительного и мерзкого состояния, когда что-то светлое, чистое и направленное на созидание признается нарушением и оскорблением и подвергается затем шестидневной репрессии без объяснения каких-либо явных причин. И мне реально причины до сих пор так и не объяснили, просто говорят: ха, вы оскорбительны, а нарушения как бы и нет вовсе. Поэтому я решил полностью разобраться в данной проблеме и недвусмысленно спросил у поддержки: является ли Джордж Флойд с палестинским флагом на фоне оскорбительным для команды модерации Steam? И ответ не заставил себя долго ждать. Мы посмотрели ваш контент и подтверждаем, что это было верное решение убрать его из Steam.
Таким образом, можно констатировать, что Steam — это организация, которая занимается классическим терроризмом, который заключается в репрессиях и угнетении так называемых инодумцев, затыкает рты неугодным и банит тех, кого хочет, абсолютно не руководствуясь написанными собой же правилами, прямо как в «Парашке», где конституции подтираются сначала в комнате грязи, а потом ей же вытирают жидкий абдрист Солнцеликова. Теперь, я надеюсь, ни для кого не является секретом Полишинеля нелепые и отвратительные современные правила сообщества в Steam, которые превратились в классическую диктатуру пролетариата, в которой все равны как на подбор и все кушают кал и запивают мочой. А если к вам придет женщина, да, скажет, я беременна, вы ее поддержите, чтобы она все-таки рожала. Вы скажете, все-таки это жизнь, не стоит ее обрывать. А если бы вы знали, что родится Гитлер? А отдел KGB под названием «Команда модерации» расстреливает всех, кто хотя бы чуть-чуть поднимает голову.